Марианская впадина — это место, которое будоражит умы ученых и исследователей уже много лет. Расположенная на дне Тихого океана, она является самой глубокой известной подводной впадиной, достигающей невероятных глубин более 36 тысяч футов. Этой загадочной бездне приписывают множество тайн, которые до сих пор остаются нераскрытыми. Здесь в кромешной темноте скрываются сотни неведомых ранее существ, которые приспособились к невероятным условиям большого давления и полного отсутствия света. Некоторые даже считают, что здесь могут обитать формы жизни, не имеющие аналогов на поверхности планеты. Экспедиции в эти глубины предпринимаются крайне редко. Они требуют не только сложной технической подготовки, но и невероятного мужества от исследователей. Температуры здесь находятся на грани замерзания, и вода давится силой, которую сложно себе представить. Специальные батискафы и роботизированные аппараты, спускающиеся в эту бездну, оснащены специальной аппаратурой, способной выдерживать экстремальные условия. Отправляя их в полное неизвестное, ученые стараются приоткрыть завесу тайны и лучше понять, какие секреты хранятся в недрах Марианской впадины. Каждый спуск в глубины впадины может принести удивительные открытия. Будь то новая форма жизни или редкий минерал, найденный на дне. Исследования в этом регионе уже расширили наши знания о пределах возможностей жизни. Последние экспедиции привели к открытию странного материала, который не поддается объяснению, известному современной науке. Это открытие стало настоящей сенсацией, обещая перемены в нашем понимании мира. То, что ученые нашли на дне этой бездны, может навсегда изменить наше восприятие планеты и ее истории. Во время одной из таких рискованных экспедиций в самой глубокой точке Марианской впадины ученые наткнулись на предмет, который поначалу приняли за золото. Но по мере изучения этот таинственный материал начал раскрывать свои необычные свойства, которые делали его уникальным. Материал поражал своим сиянием, но самое удивительное заключалось в том, что его состав и свойства расходились с любыми известными характеристиками золота и других металлов. Исследуя образцы в лаборатории, ученые обнаружили, что этот материал обладает высокой электропроводимостью, сравнимой с серебром, но при этом легче любого из известных металлов. Его структура была настолько уникальной, что не вписывалась в нынешние научные рамки. Анализируя атомное строение, ученые не нашли никаких аналогов в базе данных известных элементов. Это порождало вопросы о его происхождении и природе. Возможно, это золото, но его состав и свойства указывают на нечто большее, чем просто драгоценный металл. Еще более удивительным было то, как этот материал взаимодействовал с окружающей средой. Его способность к самовосстановлению вызвала настоящий фурор в научном сообществе. Исследователи наблюдали, как поврежденный образец восстанавливал свою структуру в считанные минуты. Это было как открытие новой главы в науке, что заставило ученых задуматься. Возможно, мы сталкиваемся с совершенно новой формой материи, доселе неизвестной человечеству. Нам предстоит еще много работы, чтобы разгадать все тайны этого открытия. Но одно можно сказать наверняка. Загадочные глубины океана снова доказали, что они хранят знания, способные изменить наше будущее. А что, если этот материал несет в себе ответы на давние вопросы о нашем мире? Необычные свойства таинственного материала продолжают удивлять ученых. При проведении тестов на электропроводимость они обнаружили, что этот загадочный материал проводит электричество с такой же эффективностью, как и серебро. Серебро долгое время считалось одним из лучших проводников, и открытие конкурирующего материала, найденного в глубинах Марианской впадины, ошеломило научное сообщество. Компактность и легкость находки придавали ей особую ценность, открывая новые горизонты для ее использования в технологиях. Ученые начали экспериментировать с различными конфигурациями и сценариями использования материала. Его удивительная способность поддерживать стабильный электрический ток при экстремальных условиях заставила задуматься о возможностях применения в энергетике и электронной промышленности. Исследователи пытались выяснить, сколько электричества можно провести через новый материал без его разрушения. Результаты были потрясающими. Материал не только выдерживал нагрузку, но и демонстрировал способность к самовосстановлению, что делало его идеальным кандидатом для использования в экстремальных условиях. Возможности материала для создания более эффективных проводников и повышения эффективности энергетических систем стали объектом обсуждения на многочисленных научных конференциях. Идея использования находки в сложнейших технических устройствах, таких как космические аппараты или суперкомпьютеры, казалась все более реальной. Исследователи старались не упустить ни одной детали в своих экспериментах, надеясь раскрыть все особенности этого удивительного открытия. На горизонте маячили новые открытия, и ученых ожидала дальнейшая работа над загадками этого материала. Необычайная электропроводимость, легкость и самовосстановление делают его уникальным ресурсом, который может изменить облик множества технологий. После обнаружения удивительной электропроводимости таинственного материала ученые обратили внимание на другую его поразительную особенность — невероятную легкость.
Вес материала оказался меньше, чем у любого известного науке металла. Это открытие сразу же привлекло внимание исследователей. В лабораторных условиях ученые выяснили, что материал был значительно легче лития, легчайшего металла, известного на сегодняшний день. Такой результат ставил перед наукой новые задачи и поднимал множество вопросов. В то время как литий широко используется в аккумуляторах и других технологиях, новооткрытая находка обладала потенциалом значительно упростить конструкции и сделать их более эффективными. Легкость материала открывала совершенно новые горизонты. Представьте себе самолеты и ракеты будущего, где каждая лишняя унция веса может быть критической. Благодаря этому материалу они могли бы стать еще более быстрыми и топливно-эффективными. Более того, легкость в сочетании с высокой электропроводимостью делала этот материал идеальным для создания сверхлегких и сверхмощных электронных устройств. Компьютеры и смартфоны, возможно, могли бы стать еще более производительными, при этом значительно снизив свой вес. Это открытие представило ученым мир новых возможностей и новых задач, требующих срочного решения. Однако самое потрясающее свойство таинственного материала раскрывается в его способности к самовосстановлению. Ученые наблюдали феномен. Если структура материала подвергалась повреждению, она начинала восстанавливаться сама по себе. Это явление напоминает регенерацию клеток в живых организмах, но мы говорим о неживом веществе, найденном на дне океана. Исследователи проводили эксперименты, повреждая образцы и наблюдая за тем, как они восстанавливаются. Процесс занимал всего несколько минут, и материал возвращался в свое первоначальное состояние, будто ничего и не происходило. Это способность открывает новые горизонты в науке и технике, ведь материалы с такими свойствами могут значительно повысить долговечность и надежность конструкций. Кроме того, наблюдая за поведением материала, ученые пытались выяснить механизмы, стоящие за этим явлением. Были предложены гипотезы о возможных наноструктурах внутри материала, которые активно участвуют в процессе самовосстановления. Эти исследования повлияли на пересмотр многих аспектов материаловедения, заставив по-новому взглянуть на возможности создания самовосстанавливающихся материалов для различных отраслей. Автомобили, самолеты и корабли могли бы получить защиту от износа и повреждений, а их обслуживание стало бы значительно проще и дешевле. Однако, несмотря на все усилия, оставалось много вопросов. Как именно работает этот механизм? Почему материал, найденный в таких экстремальных условиях, обладает такими невероятными свойствами? Исследователи продолжали свои эксперименты, надеясь разгадать это удивительное явление. Исследования продолжаются, и ученые начинают задаваться вопросом, почему именно в глубинах Марианской впадины был найден такой уникальный материал? Быть может, ответ кроется в самом строении Земли. Исследователи начали изучать возможность того, что материал связан с ядром нашей планеты. Существуют гипотезы о том, что ядро Земли может выделять вещества, которые поднимаются к поверхности и оседают в глубоких впадинах. Ученые проводили многочисленные эксперименты, пытаясь воссоздать условия, которые могли бы привести к формированию материала. Результаты указывали на то, что определенные температуры и давления, присутствующие на больших глубинах, способствуют образованию подобных веществ. Возможно, этот материал — это уникальное соединение, сформировавшееся благодаря взаимодействию различных слоев земной мантии. Кроме того, исследователи начали рассматривать возможность того, что материал мог быть остатком древних геологических процессов, происходивших миллионы лет назад. Подобные открытия могут помочь лучше понять историю нашей планеты и процессы, которые происходили в ее недрах. Тем не менее, остается множество загадок, и ученые продолжают разгадывать тайны, которые скрывают глубины океана. Эти исследования не только раскрывают неизвестные ранее аспекты геологии, но и делают шаги в понимании истории нашей планеты. Секреты, которые таит в себе таинственный материал, могут не только изменить представление о Земле, но и предложить ключ к разгадке многих тайн, связанных с ее происхождением. Однако, как именно материал попал на дно Марианской впадины и каковы его истинные свойства, остается вопросом для будущих экспедиций и исследований. После всех открытий, которые ученые сделали, исследуя новый материал, в научном сообществе начала набирать силу гипотеза о его внеземном происхождении. Исследователи стали задумываться, может ли этот материал быть доказательством существования жизни за пределами Земли. Привлекательная идея, что этот уникальный элемент возможен только в условиях, которых нет на нашей планете, заставила пересмотреть многие базовые предположения о космических процессах. На основе исследований составного анализа ученые начали искать сходство между этим материалом и метеоритными образцами, найденными ранее на Земле. Хотя пока не найдено точных совпадений, некоторые особенности указывали на возможное космическое происхождение. Исследователи предположили, что материал мог быть занесен на Землю астероидом или кометой миллионы лет назад. Пытаясь разгадать тайну, ученые провели серию экспериментов с использованием устройств, способных имитировать условия космического пространства. Они выяснили, что при воздействии экстремальных температур и радиации материал проявляет отличные свойства, сохраняя свою структуру и электропроводимость. Это указывает на то, что его происхождение может быть связано с воздействием таких условий, возможно, на какой-то другой планете или даже в другой звездной системе.
Хотя окончательные доказательства еще предстоит получить, открытие подобных материалов на дне океана открыло новое направление в изучении внеземных материалов. Этот загадочный элемент может стать ключом к пониманию не только истории нашей планеты, но и процессов, происходящих в далеком космосе. Вопросы о жизни за пределами Земли становятся еще более актуальными, и исследования продолжаются, захватывая умы как ученых, так и любителей загадок и тайн космоса. С открытием необычного материала на дне Марианской впадины перед научным сообществом появилась уникальная возможность пересмотреть фундаментальные принципы материаловедения. Удивительные свойства, такие как способность к самовосстановлению, уникальная электропроводимость и невероятная легкость, открывают новые горизонты для применения в самых различных областях. Ученые уже начали проводить испытания, чтобы определить, как этот материал может помочь в разработке новых технологий. Применение этого материала в строительстве и производстве позволит создавать более долговечные и легкие конструкции. Новые возможности открываются и в области медицины, где прочные и самовосстанавливающиеся материалы могли бы использоваться для создания имплантатов и протезов. Кроме того, из-за своей легкости и высокой проводимости он может стать ключевым элементом в создании новых поколений электронных устройств и средств связи. Научные сообщества по всему миру начали активно обмениваться данными и проводить международные конференции, чтобы углубить исследования по этому направлению. Компании, занимающиеся разработкой передовых технологий, уже проявляют интерес к новым открытиям, вкладывая средства в исследования и разработки на основе этого материала. Таким образом, открытия, сделанные в самых глубоких и таинственных уголках нашей планеты, способны значительно преобразовать будущее науки и технологий. Тот факт, что тайны океанских глубин в очередной раз подарили миру нечто невероятное, лишь подтверждает, что впереди нас ждут еще более удивительные открытия.